Управлять танком — это непередаваемое чувство, особенно если его прототипом послужила настоящая боевая машина. Чувствуешь себя довольным как слон. Думаю, круче World of Tanks может быть только управление настоящим танком. У World of Tanks особый магический характер. Научиться играть легко, но достичь высокого мастерства непросто. Это масштабная многопользовательская игра. В бою участвуют 30 игроков. Сражения здесь быстрые, стремительные. Даже если тебя уничтожили на старте, можно вернуться в ангар и выйти в новый бой на другом танке. В игре есть 5 различных видов техники, 7 наций. Игрокам доступны более 350 боевых машин, разнообразный контент и различные стили игры. Мне очень нравится прокачивать разные ветки техники, модернизировать свой танк, наносить на него камуфляж и подбирать необходимое оборудование и снаряжение. Если я узнаю, что танк пользуется особой популярностью игроков, я стараюсь опробовать его в бою и понять, чем он привлекает танкистов. Игра добилась феноменального успеха. Потрясающе осознавать, что ты работаешь над таким динамичным проектом, онлайн-игрой, которая всегда развивается и постоянно пополняется новым контентом. Каждый может свободно присоединиться к игре. А еще у танкостроений разных стран богатая история. Мы делаем многое, чтобы обеспечить максимальную аутентичность и историческую достоверность техники, начиная с изучения оригинальных чертежей и заканчивая согласованием с нашими историческими консультантами. Я обожаю играть в танки, обожаю видеть их каждый день. Они такие огромные, массивные, громкие. Многие из наших карт очень информативны с исторической точки зрения. Например, работая над локацией Тихоокеанский остров, мы изучили некоторые острова, где действительно происходили танковые бои, и постарались воссоздать свойственный этому региону растительный мир, звуки и фоновые элементы. Наши команды в Минске и Северной Америке создали уникальную многоканальную библиотеку звуков, издаваемых боевой техникой. Мы записали звуки полета снарядов, взрывов, пушек, зафиксировали и интегрировали в игру все, что можно услышать в реальных танковых сражениях. Мы стараемся создавать несколько вариантов определенной карты. Игроки привыкают к стандартной локации и тактике боя на ней. Но если мы создаем вариант карты в условиях дождя, снегопада, темного времени суток или даже в обстановке полномасштабной войны, пользователи получают совершенно новый игровой опыт, хотя рельеф местности может оставаться прежним. Если заглянуть на наши форумы и послушать наших игроков, вы узнаете, насколько они неравнодушны к мелочам. Мы всегда стараемся прислушиваться к их мнению и поддерживать живость и свежесть восприятия игры. Как-то раз я увидел, как один из моих друзей играет в World of Tanks и спросил его, что это за игра. Я скачал ее бесплатно и с тех пор не могу оторваться. Ее просто начать, в ней легко разобраться, в нее легко играть. Чем больше ты играешь, тем лучше у тебя получается. Я обожаю развивать игровые навыки, исследовать технику, совершенствовать игровую стратегию. Кто угодно может начать играть в World of Tanks, но по мере продвижения в ней значение стратегии возрастает. Все, от разработчиков до игроков, в восторге от игры сейчас и полны оптимизма насчет ее будущего. Это уникальное, тесное сообщество. Мы получаем очень позитивные отзывы. Пользователи не просто играют, но и находят время сообщить нам о том, что им особенно нравится. Если что-то не работает или исторически не точно, они тоже обязательно дадут нам об этом знать. Мы живем в постоянном диалоге с игроками и пытаемся быть как можно более открытыми. Общение с игровым сообществом — один из лучших моментов в работе над World of Tanks. В каждом отчете, который мы публикуем, всегда есть что-то новое. На самом деле, очень здорово наблюдать за действиями игроков и тем, насколько они изобретательны в бою. До некоторых вещей мы бы даже не додумались. Это игра, которая бросает вам вызов. И этот вызов будоражит умы игроков и объясняет успех игры. Игра постоянно развивается, и танкисты могут высказывать свои предложения. Например, было бы замечательно, если бы вы добавили в игру это, или мы бы хотели отслеживать статистику. И ты отвечаешь: да, я могу это сделать. И игра продолжает эволюционировать. У нас всегда есть идеи насчет дальнейшего развития и улучшения игры. Мы работаем над большим количеством важных вещей и собираемся со временем внедрить их в игру.